Робот-чайка, робот-бармен, робот-трансформер, промышленные, сервисные, медицинские и роботы для развлечений. Всего порядка 700 роботов из 22 стран мира насчитали на третьей ежегодной Всемирной конференции роботов World Robot Conference 2019 в Пекине. Немецкая компания Festo привезла на выставку Smart Bird — сверхлегкий летающий дрон с отличной аэродинамикой и гибкостью. Он самостоятельно взлетает и садится, причем подъем в воздух и движение вперед производится за счет ударов крыльев. Smart Bird весит 450 грамм, размах крыльев дрона равен 2 метрам, при этом он потребляет всего 23 ватта энергии. Это позволяет ему летать 20 минут на обычной батарейке. Однако это не новая разработка Festo. Впервые Smart Bird показали порядка 8 лет назад. Также Festo привезли в Пекин своего робота-медузу. А вот швейцарская компания Anybatics привезла на выставку своего новейшего робота для коммерческого использования Animal Sea. Робот чуть более метра длиной способен нести груз до 50 килограммов. Для навигации робот использует связку из лидара в верхней части корпуса и камер глубины, установленных с каждой стороны. Это позволяет Animal Sea в реальном времени составлять объемную и высокоточную карту местности. Робот способен передвигаться со скоростью до метра в секунду и подниматься по лестницам. На одном заряде робот работает до 2 часов, а затем сам возвращается на док-станцию. Мозги робота представлены 6-ядерным и 2-ядерным компьютерами и процессором Intel i7. Предусмотрена возможность подключения к роботу платы NVIDIA Jetson AJX Xavier. Еще одного робопса Laika Go показала китайская компания Unitree Robotics. Коммерческая версия робота стоимостью $45 тысяч должна составить на рынке конкуренцию роботу Spot Mini от Boston Dynamics. Laika Go длиной 56 см и высотой 60 см весит всего 22 килограмма и может работать в течение 2-3 часов после полной зарядки. Недавно робот показал новые трюки, как и его младший брат робот Alien Go, научившийся делать сальто назад. Компания Universal Robots привезла в Пекин коллаборативного робота UR5i для работы в замкнутых пространствах. Робот может манипулировать объектами весом до 5 килограммов и работать в радиусе 85 сантиметров. Робот обладает функцией обратной тактильной связи, что позволяет ему работать даже с хрупкими предметами. А промышленные гидравлические и пневматические манипуляторы китайской компании Grace Robotic развлекали гостей World Robot Conference 2019 европейскими и китайскими мелодиями на барабанах, ксилофоне, рояле, бас-гитаре и других инструментах. Еще одна китайская компания Ubitech Robotics привезла своего робота Walker, который наливал гостям напитки. Walker умеет держать баланс и самостоятельно регулировать свой центр тяжести. Встроенные сенсорные системы и 36 специальных механизмов помогают 1,5-метровому роботу ходить быстро и плавно. Метод одновременной локализации и построения карты SLAM позволяет роботу обходить препятствия, а также передвигаться по неровным поверхностям и склонам. Walker умеет захватывать различные предметы, а также распознавать лица с помощью машинного зрения. Теперь робот научился еще и писать. Роботизированный робот-хирург Да Винчи показывал свое мастерство, причем поуправлять им мог любой желающий. Робо-руки Да Винчи могут вращаться в диапазоне 540 градусов. Машина может выполнять сложные, а также минимально инвазивные операции. Множество сервисных роботов всех форм и размеров развлекали посетителей как могли. Робот XR1 от Cloud Minds, например, танцевал. Интеллектуальный робот с плавными движениями подключен к облачному мозгу HERIX — Human Augmented Robotics Intelligence с Extreme Reality, разрабатываемому Cloud Minds. Робот способен работать администратором, консьержем, а также управлять группой других роботов. Также невероятно много было представлено промышленных и коллаборативных роботов самых разных назначений, от простого подъема тяжестей до манипуляций с лекарствами. На выставке можно было найти роботов-рыб для подводной съемки и разнообразных научных исследований. Они спроектированы так, что не только помогут человеку, но и не распугают морских обитателей, так как имитируют движение рыб в воде.
Развлекательная робототехника была представлена роботами-аниматорами. По ощущениям, более половины всех представленных роботов были именно китайскими. Власти страны уверены, что робототехника является одной из важнейших отраслей, и в ближайшие годы она окажет глубокое влияние на модели производства и образ жизни людей. Здесь наши инженеры могут только позавидовать той поддержке, которую получают китайские компании от государства.